Научный подход требует научного эксперимента. Приветствую вас, друзья! Меня зовут Цацулин Борис, вы находитесь на видеоканале CMT «Научный подход». И сегодня мы с вами поговорим о том, как бороться с похмельем, с этим неприятным недугом. Существует масса эффективных и не очень эффективных средств понять, в чьей квартире вы находитесь. Кто-то предлагает лечиться молоком буйвола, кто-то советует пить сырое яйцо с коньяком. Но что говорит наука или медицина на этот счет? Существуют ли какие-либо реальные методы избавления от похмелья? Как минимизировать проблемы? И сегодня мы об этом поговорим. Мы не будем говорить о вреде алкоголя. Я собрал для вас самые свежие, последние данные по медицинским методам избавления от похмелья. Этой информации в Рунете, к сожалению, нету. Это эксклюзив. Я начал готовить материал, смотрю, захожу на сайт, и везде абсолютно необоснованные рекомендации по применению самых разных препаратов. От похмелья предлагают от 20 разных таблеток, капель, микстур, и в этом можно запутаться. Давайте сперва выясним, что же такое похмелье. Друзья, сразу предупреждаю, наберитесь терпения. Первая часть выпуска расскажет о механизмах, биохимических процессах, которые вызывают похмелье. Это обязательно знать каждому. Зная причины, легче понять, работают ли определенные методы или нет. Для тех, у кого болит голова и кто торопится, смотрите тайм-коды в комментариях к видео. Итак, похмелье – это когда зубная щетка не помещается в рот, потому что она от обуви. Похмелье – это результат действия, которое алкоголь оказывает на организм. Состояние похмелья называют похмельным синдромом. И иногда люди говорят, что научное название похмелья – это абстинентный синдром. Это неверно. Абстинентный синдром – это тягостное состояние при отсутствии новой дозы наркотика, в том числе алкоголя, если человек болен алкоголизмом. А похмелье – это тяжелое состояние, выражающееся в виде головной боли, тошноты, рвоты, да вы сами знаете. Если здоровый человек после сильной попойки испытывает отвращение к мысли об алкоголе, считается, что это нормально. А если этого нету, значит человек на пути к алкоголизму. Вы не поверите, процессы, которые приводят к похмелью, до сих пор плохо изучены. Исследований очень мало. Очень. И это как минимум странно. Это повод задуматься, может быть, здесь есть какой-то всемирный заговор? Как действует алкоголь на человека? Первое, что происходит с алкоголем при попадании в печень, это его превращение, окисление в ацетальдегид. Этим занимается фермент под названием алкоголь-дегидрогеназа. Этот ацетальдегид – самый токсичный компонент, который может получиться при обработке алкоголя. Это яд. Чем быстрее организм проведет его детоксикацию, чем быстрее вам станет легче. И это первый этап. Второй этап – это превращение ацетальдегида в уксусную кислоту. Уксусная кислота безопасна. Это тоже происходит в основном в печени, но уже при помощи фермента альдегидрогеназы. Тут уже алкоголя в крови мало, зато ацетальдегида очень много, и из-за этого начинается похмелье. При избытке алкоголя в кровь ферментные системы печени просто не справляются с превращением ацетальдегида в уксусную кислоту. И у нас похмелье. Слишком быстро мы вливаем в топку, печень не успевает сжечь спирт. Ацетальдегид в 10-30 раз токсичнее самого алкоголя. И если вам плохо, и у вас плохо работают эти ферменты, уничтожающие ацетальдегид, то похмелье у вас всегда жесткое. Привыкайте, это генетика. Если алкоголь очень быстро поступит в тело, вы опьянеете однозначно быстрее, чем если будете ту же самую дозу смаковать в течение часа. Но и похмелье будет, конечно, сильнее, так как утилизация токсичного ацетальдегида тормозится при избытке алкоголя в крови. Поэтому хотим снизить симптомы похмелья, максимально тормозим поступление алкоголя в кровь. Конечно, если у вас нет желания напиться в мясо. Описанная выше биохимия объясняет, почему у разных народностей разные традиции выпивки. Большинству людей восточного, азиатского происхождения они обладают мутацией в гене, отвечающим за производство алкоголь-дегидрогеназы, которая заставляет данный фермент невероятно интенсивно превращать этанол в ацетальдегид. Спирт в токсичный ацетальдегид у них превращается очень быстро, в 30-100 раз быстрее, чем у европейцев. Кроме того, у половины таких людей снижена способность превращать вот этот яд, ацетальдегид, в уксусную кислоту. То есть алкоголь они обрабатывают быстро, но яды выводят медленно. Поэтому малые дозы алкоголя они получают с них жесточайшее похмелье. Отсюда, видимо, и культура питья из маленьких сосудов, которая позволяет замедлить прием алкоголя, да, и организм будет успевать перерабатывать яд. Да и вообще у них на самом-то деле пьют меньше.
Таким образом, после принятия алкоголя ацетальдегид накапливается в организме, что вызывает эффект алкогольного румянца, да, с последующим тяжелейшим похмельем. И поэтому у таких людей меньше алкоголиков. Но говорить о том, что якуты и чукчи, да и вообще восточные ребята из-за этого становятся алкоголиками, это ошибочно. Об этом я подробно расскажу в следующем выпуске. В результате этих действий по уничтожению алкоголя в организме происходит сбой в работе некоторых систем печени, и у нас падает уровень сахара в крови. Я вывожу на экран, чтобы не грузить лишней информацией. В итоге у людей во время похмелья падает уровень глюкозы в крови. Это состояние называется гипогликемия. Есть даже исследования на обычных людях, на диабетиках. И реально причина до конца, к сожалению, не ясна. Но факт есть факт. Сахар во время похмелья падает. Запомним это для того, чтобы сделать свой собственный рецепт лечения похмелья. Почему разные напитки вызывают разное похмелье и разное опьянение? На самом деле в алкоголе важна не всегда доза, играет роль и сам напиток. Считается, что присутствие других веществ, таких как сивушные масла, фурфурол, метанол, полифенол, сложный эфир, дубильные вещества, амины, амиды, которые появляются вместе с этиловым спиртом в процессе брожения, вот эти вещества значительно ухудшают симптомы похмелья. А сивушные масла, их очень много в вине, в бренде, в текиле, в висках, в ликере и в других темных напитках. Поэтому крепкие спиртные напитки, в них, кстати, добавляют цинк и другие металлы для подслащивания. Вот. А уже о фальсификате и других напитках из неочищенного технического спирта говорить не нужно. Вот. Эти факты объясняют относительную мягкость похмелья при употреблении чистого спирта, ну, водки, например. В экспериментах 33% пациентов, которые потребляли бурбон в расчете 1,5 грамма на килограмм массы тела, испытали жесточайшее похмелье. И только 3% из тех, кто употреблял ту же самую дозу водки в пересчете на чистый спирт, испытали тяжелое похмелье. Вы чувствуете разницу? Вот у нас здесь табличка, можете посмотреть. Самый высокий уровень похмелья у бренди, у вина, у рома. Ссылки на исследования есть в описании к видео, там ссылка на сайт, и все исследования есть. Вопрос, а что насчет газированных напитков? Ускоряют ли они поступление алкоголя в кровь? Да, ускоряют. Вот даже есть исследования. Были люди, которые пили просто водку, другие пили водку с водой, третьи пили газировку. Концентрация этанола в крови была выше у тех, кто пил газированный алкоголь. И это связано с тем, что есть в газировке пузырики, а за счет этого увеличивается площадь поверхности всасывания алкоголя. Таким образом, если мы хотим опьянеть меньше, не пьем газированные напитки. Также опасно смешивать не конкретно водку и пиво, а газированные и негазированные алкогольные напитки. Тут можно вспомнить йорш, смесь водки с пивом. Опьянение наступает очень быстро. Все потому, что как с шампанским, пиво пенится и газируется зачастую. Также, как говорится, водка без пива – деньги на ветер. Наверняка слышали, что сахар усиливает опьянение, что сладкие коктейли, как и газировка, ускоряют всасывание. Оказывается, это не так, все наоборот. Сладкие напитки делают вас меньше пьяными, потому что они замедляют поступление спирта в 12-перстные кишки из желудка. Вот исследование, о котором говорили, испытывали диетические напитки и сладкие напитки. И напитки без сахара на 11% больше выдавали концентрацию алкоголя у пьющих. Вот. О том, как всасывается вода, холодная газировка и другие напитки, можно посмотреть вот здесь. Здесь я все подробно рассказывал. Поэтому, если хотим снизить симптомы похмелья, максимально тормозим поступление алкоголя в кровь. Пьем сладкие, негазированные напитки и, конечно же, светлые. Лучше водку чистоганом. Научный подход, он требует обязательного эксперимента. Наука без эксперимента – голая теория, не правда ли? Водно-солевой баланс и кислотность крови. Обезвоживание, оно же бадун, оно же сушняк. Во рту сухо, очень хочется пить. Все потому, что спирт обладает очень сильной водоотнимающей способностью. Восполнение водно-солевого баланса – один из важных, но не главных методов борьбы с похмельем. Вот у нас здесь есть одна табличка, в которой отслеживалось изменение гормонов у пациентов с похмельем. Тяжесть похмелья пропорциональна концентрации антидиуретического гормона, который отвечает за то, чтобы накопление мочи у нас шло правильно. Алкоголь подавляет действие антидиуретического гормона на почки, тем самым вызывает диурез. Вода выходит насильно. Еще с мочой мы теряем электролиты мочи, калий, натрий, магний, кальций, а поступление воды не происходит должным образом. Вот, если вы, конечно, не берете с собой в бар 5-литровую баклажку с водой. А потом мы начинаем трезветь, концентрация алкоголя в крови уменьшается, но обезвоживание сохраняется. И в крови антидиуретический гормон уже работает нормально, ведь мы потеряли много воды.
Ее нужно сохранить. Существует несколько клинических испытаний, в ходе которых выяснилось, что гидратация или восстановление водно-солевого баланса ослабляет, но не полностью снимает симптомы похмелья. В сыворотке крови альдостерон, ренин тоже растет после приема алкоголя, но в отличие от антидиуретического гормона, они не коррелируют с тяжестью похмелья. О том, как эта система работает и о причине отеков, я рассказывал вот в этом выпуске. В итоге у нас есть дисбаланс гормонов, который отвечает за вывод воды и солей. И у нас отекшее лицо, сушняк. И кто говорит, мы теряем кальций, калий, магний, они правы на 100%. Синдром гипомагнемии или дефицита магния. Вот, у хронических алкоголев это норма и нарушение баланса калия в том числе. Ссылки, опять же, в описании к видео. Помните уксусную кислоту, которая вырабатывается в процессе переработки алкоголя, да, вот ацетальдегида токсичного? А помните еще то, что организму не хватает глюкозы утром? А еще накапливается молочная кислота, а еще появляются кетоновые тела, и в итоге все эти факторы вызывают закисление крови. Медики называют это явление ацидозом. В итоге кислотность крови у нас падает, и у нас проблемы. Также проблемы у нас в головной боли. Причины головной боли при похмелье очень плохо изучены. Есть данные, что связано это с водно-солевым балансом. Вот магний перестает блокировать кальциевые каналы, потому что он выводится у нас. И кальций беспрепятственно проникает внутрь клетки, вызывает их отеки, и появляется головная боль. Более того, изменение водно-солевого баланса и регидрация тоже вызывает головную боль. На пальцах, скажем, у нас отекают мозги. Сильная головная боль, она еще провоцируется воздействием алкоголя на сосуды. Из-за этого нарушается нормальный кровоток в голове. Алкоголь еще оказывает воздействие на различные нейромедиаторы и гормоны, которые участвуют в патогенезе головной боли, воспалительной реакции. В том числе гистамин, серотонин. Есть еще одно исследование, которое показало, что уксусная кислота или ацетат у крыс вызывал сильные головные боли. Кроме того, существует биохимическое объяснение этого факта. Высокие уровни уксусной кислоты вызывают образование аденозина в мозгу. Но когда крысам давали кофеин, который блокирует действие аденозина, они больше не испытывали головной боли. Вот. И систематический метаанализ 16 исследований показал, что кофеин не влияет на состояние алкогольного опьянения во время приема алкоголя. Однако можно взять на заметку, что кофеин может способствовать устранению головной боли после похмелья. Ну и, в общем-то, общей бодрости. Важный момент – это желудок. Долгое нахождение алкоголя в желудке вызывает его раздражение и последующую тошноту. Алкоголь стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, поэтому отсутствие пищи во время еды может вызвать, оно быстро вас насытит алкоголем, вы напьетесь, однако последствия таких действий очень неприятны. Об этом мы скажем подробнее, разбирая методы опохмелки. Сейчас врачи есть такие, которые предлагают пить на голодный желудок для того, чтобы избежать медленного всасывания алкоголя и быстрее опьянеть. Легче контролировать поступление алкоголя, сразу чувствуется. Замечательный совет, не правда ли? Однако, видимо, такие люди не имели дела с гастритами, с язвами. Что-что, но жесткое похмелье или хроническая язва, я думаю, выбор не такой сложный, не правда ли? Никогда, ни при каких обстоятельствах не пейте на голодный желудок. Язвы, эрозии – это огромная проблема. Не рискуйте лишний раз. В целом мы прошлись по всем основным аспектам. Теперь вопрос, что делать-то? Давайте сделаем небольшой вывод на основании того, что было сказано, и дальше поговорим о таблетках и добавках. Первое, что нужно сказать. Не курите во время приема алкогольных напитков. Отравление никотином может усиливать тяжесть похмелья, поскольку под влиянием алкоголя курильщики курят чаще обычного. Ну и также порой закуривают те, кто вообще не курит в трезвом состоянии. Второе, чтобы снизить похмелье, важно тормозить поступление алкоголя в кровь. Никто не говорит, что нужно пить меньше, хотя это было бы, конечно, идеально. Просто пить медленно, растягивая удовольствие, чтобы дать своим ферментам нормально утилизировать алкоголь и ацетальдегид. Чтобы сделать это, мы выбираем негазированные, сладкие напитки. Во-вторых, не налегаем на темный алкоголь. Чем светлее продукт, тем меньше в нем примесей, и тем меньше он будет похмелья, соответственно. Водка в таком случае идеально подходит. Пейте водку. Третье. Расслабляемся. Есть исследования, которые показывают, что если вы в стрессе или волнуетесь, то алкоголь у вас будет всасываться быстрее и пиковая концентрация будет выше. Стресс вызывает ускорение опорожнения желудка, а соответственно в 12-перстную кишку, в тонкий кишечник спирт
поступает быстрее и поглощается быстрее. Поэтому меньше волнуемся и меньше пьем. Когда пища попадает в желудок, пилорический клапан, это клапан в нижней части желудка, закрывается. Об этом подробнее рассказывал здесь. Для того, чтобы произвести переваривание пищи, перетирание его в химус. Потребление пищи во время питья может на 20% снижать пик алкоголя в крови. Постепенное поступление есть гарантия меньшего похмелья. Да и в конце концов мы защищаем желудок от раздражения и язв. Однако есть загвоздка. Если медленно всасывается, то нам может показаться, что спирта мало. Плотная еда накапливает в себе алкоголь, да, она держит его в себе, является депо алкоголя в желудке, в кишечнике. Поэтому мы пьянеем медленнее, постепеннее, но можем и не заметить, что набрали уже токсичную дозу. Вот. То, о чем я скажу, требует обязательно консультации с врачом. Если после попойки мы чувствуем проблемы с желудком, рекомендуется употреблять антациды. Это препараты, которые снижают кислотность желудка. Еще пару дней многие испытывают изжогу, проблемы после веселых выходных. Так вот, чтобы это состояние купировать, применяем антациды. Это ненормальное состояние. Обязательно используйте препараты для снижения кислотности желудка. Такие меры существенно уменьшают тошноту и, конечно же, способствуют восстановлению после похмелья. Может быть, похмелье не вылечит, но лучше будет однозначно. Более того, я бы рекомендовал употреблять антациды и до попойки. Так безопаснее. Более того, в составе некоторых антацидов входит магний, а магний – это элемент, который активно теряется с употреблением алкоголя. Пятое. Восстанавливаем уровень сахара в крови. Утром с похмелья хорошо бы выпить сладкий напиток или поесть сладостей, побольше углеводов. Лучше не жирных сладостей. В любом случае, если вы диабетик, лучше вообще не пить. Вообще, я серьезно. 2 проведенных исследования говорят, что потребление сладких напитков или сладостей и вообще глюкозы как во время распития спиртных напитков, так и после улучшало общее состояние. Данных очень мало, но это хоть какие-то реально подтвержденные научные данные эффективности метода. Я вообще предлагаю обычный сахар, с чайком или с кофейком или сладкий сок. В любом случае, любой сладкий напиток, но не кислый. Важно не провоцировать повышение кислотности, а во время самого распития лучше налегать на углеводные продукты с низким содержанием жира. Крекеры, печенье, попкорн, они замедляют всасывание, так и поднимают уровень сахара в крови и снижают тошноту и неприятные ощущения. Жирные продукты не рекомендуется потреблять, они провоцируют рвоту. Шестое. Рвота. Если на утро после похмелья вас сильно тошнит и даже рвет, не сдерживайте естественные позывы. Это нормально. Организм таким образом дает понять, понятным образом, что надо вывести отравляющие вещества. Поэтому принимать препараты, которые сдерживают рвоту, ни в коем случае не стоит. Это так называемые антиэметики. Скорее всего, эти неприятные симптомы они пройдут после обильного питья или рвоты. Есть байка, что у разведчиков, которые по работе им приходилось выпивать, они выходили в туалет, у них были рекомендации вызывать рвоту после застолья. И это разумно. Во время рвоты обязательно пейте больше жидкости, лучше теплой. Теплая вода способствует более легкому освобождению желудка. Утром крайне рекомендуется опорожнить кишечник и очистить желудок. Алкоголь, как известно, раздражает кишечник и может действовать как слабительное. Поэтому диарея – это даже хорошо. А все потому, что часть продуктов распада алкоголя еще в кишечнике, вперемешку с каловыми массами, может быть дополнительным буфером и подпитывать вас еще с утра этанолом и другими продуктами распада алкоголя. Под действием, конечно, кишечной флоры. Это называется вторая волна опьянения из алкоголя, которая дополнительно выделяется из кишечного депо в кровь при разжижении пищевых и каловых масс. К сожалению, научных данных на эту тему я не нашел, но наркологи говорят, такое есть. Поэтому кардинальное и правильное решение – это клизма или слабительное. Может жесткое, но эффективное. Слабительное я рекомендую пить на основе солей, они действуют быстро и эффективно. Например, классическая магнезия или карловарская соль или сульфат магния продается в любой аптеке, стоит копейки, это пакетик такой. На стакан воды, не забываем еще постоянно пить в течение всего этого времени. 2-3 часа придется побегать каждые 15 минут в уборную, зато исключительно эффективно. И, конечно же, консультируемся с врачом, сидя на горшке. Рвоту лучше вызывать максимум несколько раз. Один раз неплохо, для очиститься желудок. Но упорная рвота, она чревата синдромом Мэлори-Вейса. Это опасный для жизни синдром кровотечения из надорванной слизистой оболочки нижнего отдела пищеварительного тракта. Короче, мы можем просто-напросто порвать себе слизистую и получить проблемы. Поэтому рвота, слабительная, клизма и вы как огурчик.
Ну, конечно, звучит дико, а с другой стороны, эффективнее не придумать. Многие предложат напиться активированного угля или какой-нибудь смекты. Можно энтерсорбенты использовать, да, эндоросгель. Даже, возможно, это будет эффективно, но поздно. Если использовать такие меры прямо во время распития алкогольных напитков, запивая активированным углем, энтеросгелем, да, это может помочь. Да, энтеросгель водкой запить. Но тогда эффект от алкоголя будет меньше. Да, вы не напьетесь просто. А утром, когда уже все прошло, на полпути в кишечнике энтеросорбенты просто не догонят, да, те каловые массы, которые нужно почистить. Вот, ваш вчерашний уже не догонят. Поэтому самый удачный вариант сразу после попойки, перед сном, очень эффективно. Пакетик, 2 смекты, энтеросгеля, пару ложек съесть, вам решать. Но лучше сразу после попойки. Седьмое – это так называемый водно-солевой баланс и кислотность крови. Мы уже говорили о механизме потери жидкости. Очень важно восстановить как водный баланс, так и солевой. Вот знаете, почему эффективен маринад? Маринад – это соль, натрий, хлор и вода. Это по факту вода и соль, которые мы потеряли. Тем же успехом пользуются минералки, именно поэтому они помогают. Это ведь вода и соль. Но маринад – это, конечно, камильфо. Научный подход требует научных решений. Что нужно сделать? Нам нужно восполнить водный баланс, вернуть кислотность крови в нормальную, восполнить солевой баланс. Покупаем в аптеке препарат Регидрон. И в магазине обычную соду пищевую. Для тех, кто в танке, Регидрон – это физраствор. Он используется для восполнения водно-солевого баланса и кислотного баланса тела. Безопасная, эффективная штука. Можете не переживать, ничего с вами не станет. Пакетик разбавляется на литр воды. Добавляем около 5 грамм соды. Сода эффективно смещает кислотность крови в щелочную сторону. Есть даже исследования на эту тему, на собаках проводили. Опять же, на нашем сайте все можете посмотреть. Это нам и нужно. И мы в ацидозе. Мы из ацидоза должны выйти. Пьем литр раствора. Раствор пьем по схеме. Она проста. Сначала 2 стакана воды, потом перерыв 10 минут, следующая порция 1,5 стакана воды, опять перерыв 10 минут, потом стакан и еще через 10 минут стакан. То есть постепенно за полчаса выпиваем литр воды. Этого вполне достаточно для наших целей. Не забудьте, борясь с обезвоживанием, организм рефлекторно проводит пассивную детоксикацию. Так что, когда вы пьете вот это все дело, естественно, у вас должно активироваться мочеотделение. Это хорошо, нормально. Внимание, если вы выпили слабительное на основе сульфата магния, вот карловарскую соль, совет ниже не для вас. Вам и так будет достаточно солей. А если вы не слабились, то в Регидрон рекомендуется добавить еще панангин или аспаркам. Это есть в любой аптеке. Эти препараты содержат соли калия и магния. Про вымывание магния мы уже говорили. Пьем очень эффективно. 4-5 таблеток растворите на литре Регидрона. Вот. И после того, как выпили этот раствор, продолжайте нормально пить воду, кофе, чай. Можно кофеиносодержащие напитки, но не энергетики. Особенно веселым подойдут просто таблетки с кофеином. От боли в голове точно помогут. Чем больше вы пьете, тем эффективнее будет проходить детоксикация. Мой друг Глеб, с которым мы снимали выпуск про уколы, он работает врачом скорой помощи. Дополнительно часто ему приходится поднимать людей после гуляний. Завтра деловая встреча, да, с кровати не встать. Тут врачи ставят капельницу, и вам вот это все, о чем мы сказали, физраствор, с глюкозой вливают в вену прямо. Это так называемый раствор Рингера. Плюс туда добавляют витамины, минералы, какие-нибудь транквилизаторы. Иногда сердечные. Спишь крепко, бегаешь в уборную, про сушняк забываешь напрочь. Спишь долго, но все хорошо, но стоит денег. Также врачи для борьбы с похмельем, ацидозом выливают 4% раствор гидрокарбоната натрия. Капельницы очень эффективны, но не все могут себе позволить, да, и себя дать уколоть. Поэтому мы просто воспроизвели капельницу, но не в вену, а в желудок. 8. Эффективное, но очень непростое средство – подвигаться. Для того, чтобы снизить ацидоз, стоит прогуляться, подышать перегаром на свежем воздухе. Вот, и погонять кровь. Запах перегара – это ацетальдегид. Запах – это не из желудка, как многие думают, это из легких. Более того, активное дыхание – это удаление лишнего ацетальдегида через дыхание. Мы дышим, насыщаем кровь кислородом и, соответственно, выдыхаем ацетальдегид. Это эффективно. А как же похмелка? Стопочка водки, да, и бодрячком. Я думаю, понятно, что это самый плохой из вариантов. Но почему он работает? Все просто. Слышали о метиловом спирте? Это крайне ядовитое токсическое соединение. Однако в связке с обычным спиртом, этанолом, с пищевым спиртом, оно безопасно и встречается в некоторых напитках в маленьких дозах. Особенно в низкокачественных или в неправильно приготовленных. Самогон тот же самый. Метанол обезвреживается обычным спиртом. Утром мы чувствуем эффект
от метанола. Именно этим можно объяснить временное прекращение симптомов похмелья. Метанол эффективно обезвреживается во время питья. Эффекта негативного почти нету. Но как только этанол перестает поступать, мы не пьем, мы чувствуем остаточные эффекты отравления микродозами метанола. Это одно из объяснений похмелья, кстати. Тут речь идет о малых дозах, конечно, и ссылки есть опять же на нашем сайте. Поэтому пьем утром спирт и начинаем обезвреживать метанол. А что насчет таблеток, препаратов? Я специально оставил эти средства на самый конец. И не потому, что они неэффективны, они вредные. Нельзя мешать алкоголь с лекарствами. Часто причина летальных и критических последствий от алкоголя – это вовсе не количество выпитого. Это как раз-таки сочетание алкоголя с лекарствами. Все баночки, скляночки зеленые, что продаются в аптеках, типа похмелины и прочего, или пустышки, или очень вредны. Это деньги на ветер, а стоят они немалых денег, 200 рублей скляночка такая. А в составе сахара и ароматизатор. У вас не хватает литров воды в теле и солей, а вы пьете какой-то сироп в надежде, что он поможет. Он не поможет. Обезболивающий, конечно, помогает, но имеет сильные побочные эффекты. Вам это надо? По крайней мере сейчас, да, что представлено на рынке, на мой личный взгляд, это необоснованно дорого и неэффективно. Помогают самые различные обезболивающие. Они вредны. Парацетамол ни в коем случае не употребляйте. С алкоголем он токсичен, да, и сильно бьет по печени. Ссылки на исследования, опять же, в описании к видео. Аспирин или ацетилсалициловая кислота – эффективное противовоспалительное средство. Используйте еще напроксен. Проблема в том, что эти средства очень агрессивны по отношению к желудку. Крайне не рекомендуется их применять. Принимать препараты на основе ибупрофена с алкоголем запрещено. Смотрите инструкции к таблеткам. Таблетки от головной боли, зачастую аспирин, цитрамон, специальные препараты, там алька-зельтер, еще что-то. Они сделаны на основе того же самого аспирина, но стоят вдвое дороже. Эффект, опять же, обратный из-за лишней нагрузки на печень. Цитрамон и все остальное имеет в своем составе парацетамол, что в комбинации с алкоголем вызывает еще более сильное гепатотоксическое действие. Поэтому любые таблетки для лечения похмелья – плохая идея, исключительно плохая. Поэтому лучше пользоваться теми рекомендациями, которые я привел в ролике. От головной боли поможет кофеин. Есть таблетированные формы, рекомендую. Итак, что у нас есть в наличии, какие препараты еще? Мы начнем говорить о толфимановой кислоте. ТК является ингибитором синтеза простагландинов. Это средство, которое ингибирует образование периферического медиатора боли, простагландина. И использование которое позволяет значительно снизить симптомы похмелья. Исследования на эту тему есть. Правда, стоит учитывать, что испытуемые в исследовании принимали препарат, содержащий 200 мг ТК, и до начала употребления алкоголя. То есть они... Насколько он облегчает симптомы похмелья, мы не знаем. А вот принимать его во время пати вполне. Но исследование одно, и не факт, что это работает. Гамма-линолевая кислота, ГЛК, является незаменимой омега-6 жирной кислотой. Встречается в масле борага, рапсовом масле, в соевых бобах, в грецких орехах, в семенах льна, чай и прочее. В семенах конопли. В организме эта кислота синтезируется из линолевой кислоты, с помощью фермента дельта-десатураза. В одном исследовании, правда не опубликованном, к сожалению, вроде как значительно снижало симптомы похмелья. Но, опять же, все неоднозначно. Витамины. У группы лиц, которые накануне выпили по стакану 40% водки, это получилось 100 грамм аж спирта на человека. И потом приняли смесь из сухих дрожжей, из смеси витаминов в группе В. И у них наблюдалось значительное улучшение похмельного состояния, уменьшение симптомов, дискомфорта, нервозности и беспокойства. Опять же, ссылки на исследования есть. Но когда мы говорим о витамине В6, например, это пиритиол, синтетический аналог, уменьшает, опять же, состояние похмелья приблизительно на 50% в одном исследовании. 17 мужчин и женщин приняли участие в исследовании, 50% получили почти грамм витамина В6 в начале вечеринки, через 3 часа и уже в конце вечеринки. Другая половина испытуемых получила пустышки. В итоге витамины действительно в 2 раза снижали симптомы похмелья. К сожалению, механизм неизвестен. Однако важно сказать, нету исследований по другим витаминам, в том числе витамин С. Многие говорят, выпей аскорбинку, да что уж там, нету исследований. Никто не знает, работает ли витамин С, помогая бороться с похмельем. Исследований нету. Я могу рекомендовать
за день до опохмелки сделать себе инъекцию витаминов группы В. Отлично пойдет, 2 дня вы будете себя чувствовать отлично после похмелья. Опять же, на основании научных данных, а не какой-нибудь ерунды, которую придумал очередной любитель опохмелиться. Инъекция витамина группы В, мильгамма. Также есть различные препараты, апохмелин, там имбирь, куркума, перец, все вместе намешали с аскорбиновой кислотой, фруктозой, да, и сделали исследование, что якобы помогает в борьбе с похмельем. Одно исследование, это, опять же, было финансировано, опять же, производителями, поэтому этому исследованию доверять не стоит. Смесь карбоната кальция и растительного угля, короче, активированный уголь. Тестировался коммерческий препарат, Patti Smart называется. Вот, там и растительный уголь, и все остальное в составе есть. Вот, и принимали в процессе злоупотребления алкоголем капсулу перед началом и после еще попойки. И на графиках мы видим, что вроде как работает. Из этого исследования мы можем сделать вывод, что все-таки абсорбенты могут снижать симптомы похмелья, о чем я и говорил. Вот исследование это подтверждает. А еще есть исследование 2005 года наиболее распространенных средств от похмелья, которые выдавал Google в 2005 году. Их множество: аспирин, витамины группы В, витамин С, кальций, все остальное. В общем, изучили, сделали метаанализ, сказали, что все-таки исследований мало, поэтому мы не можем однозначно сказать, что бы то ни было из этих препаратов работает. Вот, так что так, научное сообщество, к сожалению, не знает, не может обнаружить убедительных доказательств в поддержку какого-либо эффективного средства, да, от похмелья. Вот такие дела. Наука не знает до конца лучшего метода. И в основном добавки не работают. Восстановление водно-солевого баланса и немного добавок – это лучший вариант. Самый научно обоснованный. Суммируем и подводим итоги. Идеальная схема. За час до попойки начинаем пить антациды. За день до попойки делаем инъекцию мильгаммы. Пьем во время и после попойки антациды. 4 таблетки вполне хватит. Или 4 стакана с порошком. Пьем только светлые негазированные напитки. Не курим, чтобы избежать никотинового отравления. Заедаем углеводными и низкожировыми крекерами. То есть, если появляется желание вырвать, мы не сдерживаемся. И желательно пить медленно, не торопясь, в спокойном, умиротворенном состоянии духа. А уже когда ложимся спать, если, конечно, мы в состоянии, начинаем пить энтеросорбенты и побольше, запиваем большим количеством воды. Утром встали, поблевали. Утром встали, вырвало нас, выпили антацидов. Обезболивающие и прочего не принимаем, это вредно. Начинаем думать, так, очень плохо, есть желание, можно сделать клизму или порасслабиться сульфатом магния. Если желания нету, скорее всего его не будет, то двигаемся дальше. На протяжении всех действий постоянно пьем воду, от нее будет только лучше. Едим много сладкого или пьем сладкие некислые напитки. Только не по 10 литров, не дай Боже, упаси Бог, можно умереть от этого. Умеренное потребление – залог здоровья. Энергетики не рекомендую, потому что они, как правило, кислые, что не полезно для желудка в нашем состоянии. Выпиваем крепкий кофе и заедаем парочкой таблеток с кофеином. И если есть дома витаминно-минеральный комплекс, да еще дрожжи, все выпиваем и не паримся. По несколько таблеток. Дальше растворяем регидрон в литре воды. Неплохо бы еще туда добавить сахара. Вот, тогда можно вообще и не париться со сладким напитком. Еще засыпаем аспаркамой или панангина. Но если вы слабились сульфатом магния, с антацидами можно. Если слабились сульфатом магния, пропускаем этот шаг. Это идеальная схема. Для суровых мужиков схема попроще. Пакетик регидрона, 2 таблетки кофеина, витаминно-минеральный комплекс с повышенным содержанием витаминов группы В, аспаркам, панангин, все замешиваем в литре воды и пьем. Схема для богатых, вызываем врача, да, ставим капельницу. Схема для бедных, не пьем. Вот, друзья, а как опохмеляетесь вы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях к видео, будет очень интересно почитать. И запомните, если похмелье не лечим, оно проходит за 1 день. Если лечим, проходит за 10. Если материал вам показался интересным, полезным, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал CMT Научный подход. Кнопка есть в углу экрана. Также вы можете следить за новыми интересными материалами. Вполне заходите на YouTube, если вы подписаны, сразу все выводится. Как вы знаете, у меня открылся сайт, там публикуются самые свежие полезные материалы по теме питания, здоровья, добавок и тренировок. И также для обсуждения у нас есть форум, где вы можете найти людей со схожими интересами и взглядами. Ссылка на данный материал в текстовом виде
есть в описании к видео. Также есть ссылки на научные источники и литературу там же. Для тех, кто кричит: где ссылки, Борис? Ссылки на сайты, на мою страничку ВКонтакте, на наш паблик ВКонтакте, на мой Инстаграм, Твиттер и на все остальное есть в описании к видео. Вступайте в паблик, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на все социальные сети, чтобы следить за новостями и всегда быть в курсе. Также, если у вас есть предложения по темам новым, есть на форуме специальная ветка. Там можете оставить предложение по выпуску. Я, как успею, обязательно сделаю. Оставляем свои комментарии в комментариях к видео и не забудьте рассказать друзьям об этом видео. Я очень надеюсь, что оно вам поможет. Спасибо за просмотр и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей. На самом деле, лично я не пью алкоголь, не люблю. И не потому, что я ханжа, а потому, что мне просто не нравится вкус алкоголя. Он обжигает слизистую, потом проблемы с желудком, да и вдобавок с утра совсем нехорошо. Поэтому я алкоголь не пью. Но никому и не навязываю свою точку зрения. Вот. Я считаю, что есть более эффективные, более безопасные методы повеселиться.